Здравствуйте, друзья, с вами канал Пластмассовый енот. Говорим простым и понятным языком о термопласт-автоматах и не только. И сегодня Олег нам расскажет о том, как правильно подключить к электропитанию термопласт-автомат. Какие тут есть нюансы, где можно напортачить, налажать, и что может произойти, если это сделать неправильно, Олег? Вот. Основные моменты это какие? Это подбор длины и подбор сечения кабеля. Кабель в основном мы рекомендуем использовать медный. Олег, а сечение кабеля как правильно подбирать? После получения станка клиенты получают рекомендации именно по его станку. Ну, это руководство ты имеешь в виду? Да. Ну, мы даже отдельно высылаем файлы, в которых указывается сечение именно для этого термопластомата. Потому что если подбирать самим, просто по мощности станка, по мощности нагрева и мотора, можно не учесть то, что сюда подключается, соответственно, периферийное оборудование. А оно может быть и 3, и 5 киловаттное. Питание 380 вольт, которое мы подводим к станку, должно соответствовать и отличаться не более чем на 10% от номинального. Вот. Частота, соответственно, у нас по всей России используется 50 Гц. Если клиент перепутал нейтраль с фазой и в таком виде включил термопластомат, соответственно, может произойти все, что угодно. Вплоть до выхода из строя блока питания, а если напряжение, может проскочить и на контроллер. Вот. Далее, если клиент неправильно подобрал сечение провода, то это скажется со временем, провод будет нагреваться и в итоге может произойти воспламенение. Правильно подобран автомат под мощность термопластомата. Ну и, соответственно, не рекомендуется использовать источник напряжения, источник питания, откуда вот вообще запитывается термопластомат, у которого нестабильное напряжение, у которого скачки есть, который периодически бывает выключается. Ну вот здесь у нас расположен как бы минимальный набор, то, что необходимо для подключения именно питающих кабелей к термопластомату. Он в себя включает там тестер, тестерная отвертка, клеммы и обычная крестовая отвертка, помощней. Вот. Соответственно, можем здесь показать, запитываемся от щитка. В данный момент мы запитались вот от этого включателя на 50 ампер. Вот, соответственно, кабель трехжильный, порядка 15 миллиметров квадратных. Заводится с торца, соответственно, прокладывается. И вот, соответственно, здесь мы уже подготовились, клеммы установлены, термоусадки. Соответственно, вот мы его завели здесь. Далее, в данный момент у нас все выключено, соответственно. Подключаем 3 фазы, нейтраль. Так, здесь у нас нейтраль. Фаза 1, фаза 2, фаза 3. Вот, все компактно, все в одном месте. Также необходимо станочек заземлять. Вот в этом месте, можем его показать. Подключается, соответственно, заземляющий кабель. Произвели подключение питания к термопластомату. 3 фаз, нейтрали и заземление. И в данный момент сейчас мы будем проверять межфазное напряжение и напряжение между нейтралью и фазами. В данный момент у нас машина обесточена. То есть мы сейчас подаем напряжение в щитке. Подали напряжение в щитке и проверяем наличие на каждой фазе напряжения. Сначала тестерной отверткой. Вот у нас нейтраль. Фаза 1. Горит. Фаза 2. Горит. Фаза 3. Горит. То есть напряжение есть. Также не лишним будет проверить межфазное напряжение и напряжение между фазами и нейтралью. Переключаем тестер в режим изменения переменного напряжения 750 вольт. И, соответственно, проверяем сначала между фазами и нейтралью. Должно быть в районе 220 плюс-минус
10%. Вот оно, 207, 209, 216. Ну и, соответственно, между фазами должно быть в районе 380. Вот мы видим 368. Тоже где-то 366. 367. Все напряжение в порядке. Вот. После этого мы, для того, чтобы включить станочек, мы, во-первых, включаем все пускатели и проверяем положение аварийных кнопок. Вот. Соответственно, термопластомат начал загружаться. До этого мы вам не показали, но у нас главный рубильник, соответственно, уже был включен. Вот он, главный рубильник. Вот происходит, соответственно, загрузка программного обеспечения. Это произошла автоматическая смазка. То есть станок подключен, правильно? Да, проверяем его уже во включенном состоянии. Первый момент, который мы проверяем, то есть масло уже в машину залито, если в машину залито масло, мы проверяем вращение электродвигателя. То есть мы нажимаем кратковременно и отпускаем клавишу вращения, запуска электродвигателя, насоса, соответственно. А второй человек находится у нас, кожух мы уже открыли заранее. Вращение должно происходить по часовой стрелке, значит, подключение правильное. Иначе мы обесточиваем термопласт-автомат полностью, выключаем в щитке подачу напряжения, и переставляем местами две фазы. Местами переставляем две фазы, или 1, или 2, и повторно проверяем вращение электродвигателя. Это обязательная процедура при первичном включении машины, подключении к сети. Если вы переносите станок в другой цех, на другое место, переподключаете, соответственно, проводку вот эту, нужно обязательно эту манипуляцию проводить опять. Это касается машин с насосом переменной производительности, правильно? это касается... Сервомашин это не касается. Машин, вот как в данном случае переменной производительности, на ней не установлен сервопривод, а стоит обычный электродвигатель и насос переменной производительности аксиально-поршневой. Вот на таких машинах необходимо это проводить. На сервомашинах это делать не нужно. Спасибо, что были с нами. С вами был канал Пластмассовый енот. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В комментариях пишите, что бы вы хотели увидеть, какие темы вам были бы интересны в наших будущих выпусках. До свидания.